Всем привет, друзья, с вами Любомир, это игра Scrap Mechanic, и в этой серии мы будем смотреть обалденную, потрясающую карту Паши Деногла, на которой очень много построек, и самое главное, что здесь есть, это железная дорога, но при этом эта карта, которая имеет очень много всего, она абсолютно практически не лагает. И на этой карте, также сейчас мы увидим, есть, кроме железной дороги, то, что по ней ездит, и Пашка, где ты там, выходи уже, выбирайся. Вон он бежит. Здорово, здорово, привет, Паша. Здорово. Держи Жигуль. А зачем мне Жигуль? Хорошее авто. Ну да, кстати, это Жига, на которой мы снимали очень много видео, и Пашка ее немножко модернизировал, и здесь теперь есть открытая крыша, но она открытая раньше была, а сейчас она открытая просто на максимум, потому что на этой карте очень тепло и комфортно, и здесь можно на ней просто кататься. В общем, что мы сейчас посмотрим? Кстати, на этой карте можем встретить бабу Зину, так что кто ее заметит... Будьте осторожней. Да, будьте осторожней, не забывайте писать про это в комментариях, если кто-то что-то заметит. В общем, на этой... О, кстати, вот и баба Зина. Здорово, баба Зина. Здорово. Реально живая баба Зина и сидит здесь, что-то отдыхает. Смотрите, тут есть и лавочки, тут есть и литр. Паша, почему это литр? Это мусорки. Но это не мусорки, это по факту тут газеты должны быть, но я их использую как мусорки. Интересно, да? Ну что ж, мы будем на этой карте кататься, и кататься мы будем на вот этом замечательном вагончике. Это у нас вагончик, он сразу является и метро поездом, и является... Чем еще, Паша, он является? Чем? Обычный городской транспорт, трамвай. А, точно, это трамвай, друзья. Это карта, поскольку у нас с трамваями, поэтому это трамвай. И он также может являться вагоном метро. А почему он может являться вагоном метро, мы сейчас это узнаем. Пашка нам покажет. Ну что ж, я забираюсь, я как бы с остановочки отсюда сразу захожу и сажусь. А где машинист? Что-то не присутствует. О, пришел. Вот машинист. Все, ну что, поехали тогда. Как бы погнали, как говорится, в путь. Меня подождите. О, бабу Зину не загрузили, она дверь просто выламывает. У меня с дверями проблема. Тем временем мы отправляемся в дорогу, а Пашка тут пытается что-то все это дело починить. Баба Зина полным ходом уже всем фейсом нам прям в лицо. Все, поехали. Ну что, поехали, едем. И первое, что мы видим, это то, что поезд наш или вагон, он очень сильно на такой крутой дороге очень сильно изгибается. Краткий обзор нашего вагона. Мы видим, что он электрический, так же как и современные многие транспортные средства, они электрические. И также наше метро, вот это электрическое. Паш, напомни, как называется, всегда забываю. Это все трамвай, вагон. Вот, поезд, трамвай, вагон, поезд, да. В общем, в данном случае это трамвайные пути, и трамвай у нас, поскольку трамвай, вагон, метро, он ездит под землей, а трамваи, они ездят, чем они отличаются? Они ездят сверху. И, друзья, посмотрите, насколько это все красиво, насколько Пашка здесь все классно сделал. И, кроме того, что мы едем, это все одна карта, и все вот эти вот развязку, которую мы сейчас проезжали, это не постройка, которая находится на карте, это постройка тайтла. Это, то есть, Пашка сам разработал эти тайтлы и их загрузил. Вот мы сейчас, когда заходили на карту, мы их подгрузили, и просто мы на этих тайтлах уже здесь находимся, ездим и катаемся. И мы сейчас вот подъезжаем к первым постройкам какие-то. Это у нас остановочка, и на этой остановке мы можем выйти, и как нормальные пассажиры... то кому-то надо выйти, кому-то надо зайти, они здесь выходят, заходят, и посмотрите, насколько проработана карта, она огромная, на самом деле мы находимся всего лишь на одной из небольших ее частей, и можем здесь еще раз со стороны посмотреть на этот вагон метро, почему-то мне хочется назвать его метро, а не трамвай, но тем не менее в данном случае у нас он трамвай. Чем отличается трамвай от метро? То, что трамвай ездит очень медленно по сравнению с метро. Метро все-таки ездит намного быстрее, потому что там больше безопасности, они под землей, и ничего не угрожает там. А здесь трамваи, они ездят по поверхности земли, поэтому они ездят медленнее, потому что люди, машины, очень много препятствий. Что касается вагона, давайте посмотрим, из каких он состоит элементов. Не буду показывать своего персонажа, потому что он очень
очень бомживый. Нет еще шмоток, я игру переустанавливал. Посмотрите, сколько здесь цепь соединения. Пашка говорит, что это очень просто сделан вагон, но с точки зрения цепи соединений простого здесь мало. У него все на каких-то элементах здесь, но с точки зрения управления не так-то и много кнопок. Всего лишь, сколько там, 6 штук, да? Ты можешь сесть, потыкать их. Могу сесть, потыкать. Давайте сядем, потыкаем кнопки. Так, посмотрим. Тут, да, 6 кнопок, 7-й переключатель. 7-й переключатель, мы закрываем дверь, насколько я понимаю. А, нет, это опускается как стрела. Пантограф. Вот пантограф опускается, который именно берет электричество. Кстати, мы тут за кадром обсуждали, пантограф берет плюс или минус. Если кто-то знает, напишите об этом в комментариях. Плюс или минус находится на пантографе. А мы подсказку еще дадим, то, что бывает постоянное, а бывает переменное напряжение на поездах. Так, кнопка 1 у нас включает свет. Притом, смотрите, не переключатель, а кнопка. Пашка сделал это как свечи. А ты потыкай, кстати, эту первую кнопку. Посмотри, как переключается. Вот так вот оно переключается. Очень даже классно. Теперь кнопка 2. Это у нас подсветка во всем вагоне включается. Кнопка 3. Это у нас закрывает дверь. И кнопка 4. Что он делает? Это задний вагон. У заднего вагона тоже закрывать двери. То есть отдельно еще передний и задний вагон можем... Вот сейчас открыли двери, вот сейчас на закрытие запустили. При том, что мы можем в любой момент времени открытие или закрытие запустить. И 5, что у нас делает? Наперед смотри. Да ничего не вижу. Давай я тебе ночь включу, ты увидишь. Ну давай. О, смотрите, во время ночи, ночь это вообще отдельная тема. Это очень красиво, и не знаю, ничего не вижу. На 5, по-моему, что-то только под вагоном начинает мигать. Это, наверное, задним. Это поворотники. Они почему-то у меня... Вот, с этой стороны поворотники. Ё-моё. Получается, что 5 и 6 это поворотник просто у нас с одной и с второй стороны. Все, Зинка, давай садись, поехали. Я за рулем еду. Все, погнали. Я не могу войти. Так, на 3 у нас открывается. И смотрите, какая феноменальная память. Я прям запомнил. Так, баба Зина у нас зашла, села, которая немножко лысая у нас. А мы дальше двигаемся в путь. Вагон просто нажимаем вперед и едем. Я прям за рулем. Посмотрите, как он входит в поворот и как уверенно держится. У него есть, каждое, как сказать, колесо, каждый вот этот блок с колесами, он отдельный, он отдельно поворачивает. И сейчас вот, когда мы будем ехать по вот этому месту, где есть поворот, мы увидим, насколько он поворачивает. Мы ехали и по более крутым там местам поворотом. Здесь для него это не проблема, не сложно. Вот от первого лица вид, кстати, посмотрим, как это выглядит. Очень даже классно. И сейчас мы подъезжаем к вокзалу, и почему-то у нас на пути стоит поезд. Паша, что за дела? Потому что мы тут Не в ту сторону. Красивых картиночек Не в ту сторону поехали, получается. У нас тут сейчас быстренько... Ты его на ту сторону, может, переставь просто, чтобы красиво было. Если обратно, на самом конечно, деле, да, поедем. не так-то просто и попасть, поэтому не так-то и просто и попасть. Баба Зина Вот, что-то тут... о чем говорили. А как выбраться отсюда? О, все, я выбрался. Так, мне бы еще попасть. Теперь мы посмотрим вокзал и просто посмотрите, насколько круто, насколько здесь на вокзале все просто потрясающе. Я просто до слез, на самом деле, насколько здесь все красиво. Вокзал выглядит, все как здесь проработано. Притом, обратите внимание, все же здесь, что мы наблюдаем, все это тайтлы. Единственное, что сейчас в данный момент не является тайтлом, это плиткой или по-другому. Это вот эти вот поезда. Баба Зина сейчас у нас машинистом заделалась. Вот, и поезда, и больше, по сути, ничего здесь не является. Все, даже вон те дома, они, по сути, тоже являются тайтлами. И сейчас давайте посмотрим, зайдем вот тут в этот дом. Этот дом сделан в таком европейском каком-то стиле, у него выпуклые окна. Внутри домов даже, смотрите, есть лестницы. Паша, лестница это тоже тайтл или сделано? Это все тайтл, но у меня они не во всех домах есть, потому что, я говорю, я ленивая жопа. Для ленивой жопы ты очень не ленивая жопа. Посмотрите, какой вид из окна. Просто потрясающе. Просто загляденье. Ух, как классно. Просто, мне очень нравится, как здесь все устроено. Я просто в шоке, на самом деле, насколько все крутое.
Пашка просто здесь, вот как сказал, заходил Реми Волл, он просто обалдел. И на самом деле сейчас вы еще больше от всего обалдеете. У нас, конечно, мало времени для того, чтобы все это показать. Но смотрите, что здесь есть. Вот мы, кажется, все тут ходили, а здесь у нас есть метро, самое настоящее. Мы опускаемся вниз, здесь есть лифты. Дальше идем вот сюда. И спускаемся еще ниже. И у нас здесь встречает баба Зина, которая уже села на дрезину. Смотрите, я просто в шоке. Обалдеть, насколько круто здесь все. Посмотрите, просто гляньте на это. Это милота, самая настоящая. Сюда и сюда уходит метро. И Паша будет делать здесь еще будет поезда метро, которая будет ездить под землю, уезжать, и потом там выезжать наверх. И мы на самом деле посмотрели только всего лишь часть карты. Блин, я просто уже устал смотреть на это. Столько здесь всего. Ну, на самом деле нравится, мне классно. На самом деле классно. Очень круто. Баба Зина слазит с дрезины, уже пошли наверх. И метро, поскольку является в разработке, мы не будем сейчас на этом прям долго заострять внимание. Мы просто увидели, что оно здесь есть, и поднимаемся потихонечку наверх. Вот мы снова поднялись наверх, и снова эта милота нас здесь встречает. Да, и еще мы хотели показать вам, кроме того, что здесь поезда вот эти мы приехали, самое главное место. Паш, как это называется? Станция метро, получается, или станция чего? Это просто выделенная остановка трамвая. Короче, я назову это место вокзалом, потому что это больше всего похоже на вокзал, поэтому скажем так, что вот это у нас вокзал для остановки для наших поездов. Вот, я все равно не запомню, как называется правильно метро с поездами, которое ездит по земле. Если вы помните, обязательно пишите об этом в комментариях. И еще хотел показать, вот здесь есть для автобусов, да, автобусная станция, АТП, автобусная станция, на самом деле, расшифровывается или как-то по-другому. Здесь кто-то припарковал тачку. Автотранспортное предприятие. Вот, все очень у Пашки, все четенько, и здесь даже вот есть автомобиль припаркованный, который можно спокойно сесть, поехать. И здесь стояночка в автотранспортном. Присаживайтесь, Пашка Деногло сейчас дог-механик присядет у нас в машину, и мы уже поедем. Немножечко сейчас сделаем небольшой обзорчик еще по самой карте, прокатимся, потому что здесь много чего есть показать. Кстати, давайте еще один момент, которым я захотел заострить внимание. Это вот эти стрелки, это просто вынос мозга. Посмотрите, Паша, покажи, как они переключаются. Очень легко, вот так. Стрелки просто едут. Да, и давай прокатимся здесь вот на вагончике, здесь обязательно на метро на нашем прокатимся, здесь еще по кругу, чтобы посмотреть, как они ездят, поезда здесь как она называется, штука эта? Стрелка. Нет, кольцевая. У тебя конечная станция, она кольцевая, и поэтому я на машине быстро подъезжаю сюда. Бабу Зину, наверное, с собой забирать не будем, она нам там не особо надо. И будет интересно посмотреть, как мы проедем вот именно на этом двойном поезде, как он там проедет. Что ж, поехали. Так, мы сюда подъехали, и сразу же, смотрите, мы выезжаем по стрелке. Посмотрите, насколько дико, просто дичайше изгибается поезд. И трамвай наш поворачивает. Я, кстати, вспомнил слово трамвай, это просто невероятно. Трамвай наш поворачивает, смотрите, насколько изгибается. Совершенно без особых проблем он здесь проходит. И вот он выходит, то есть вот так происходит разворот поезда. И даже сейчас, если мы поедем в другую сторону, в другом направлении, то он совершенно спокойно все эти дела проедет. И здесь есть несколько остановок, несколько мест, куда может заехать вагон. Точно так же, как мы сейчас можем проехать назад и потом заехать на одну из стоянок. Просто вон туда, просто переключение, насколько я понимаю, правильно? Да. Сейчас мы выедем отсюда, Паша переключит, и мы заедем на одну из стоянок. И потом из той стоянки можно будет спокойно выехать, даже не переключая ничего. Давай я заеду, я сяду за руль. Ну, точнее, за пульт управления. Происходит переключение таким образом, Паш, там надо что-то подсоединить, что-то подшаманить. Ой, не туда. И тогда происходит только переключение. Не так-то быстро. Я сейчас вижу на соседнем экране, что происходит, потому что у меня демонстрация с Пашкиного экрана. Ну что, мне можно ехать или еще надо подождать немножко? Подожди. Вторую стрелку, я вижу, что ты вторую стрелочку еще переводишь.
Все. Все, теперь вижу, что можно ехать, и я вот заезжаю без каких-либо вопросов на одну из стоянок. Это конечная. Потом Паша может, например, сейчас даже ничего не надо переключать, и точно так же я смогу выехать. Сейчас поезд уже находится на стоянке, и я попытаюсь выбраться из него. Все, выбрался. Вот такой вот у нас получился вагон. Посмотрите, заехал на конечную станцию, и здесь красиво стоит. Паш, если можно, включи ночь для красоты, чтобы мы посмотрели еще раз, как ночью выглядит поезд. Ух ты, блин, это просто красота. Лепота, заглядение. Да, еще можно фары в нем включить, и тогда будет вообще красотень. Посмотрите, какая красота. Просто look at this. Это просто обалденно. It's beautiful. Guys, это просто классно. Паша, а ты куда пропал? Ты должен был свет включить в вагоне. Я жду, пока ты включишь, а ты куда-то... Да, я думал, ты сам уже разберешь. Не, я-то разобрался, просто я тут как раз бегаю, снимаю со стороны, как сказать, с камерой, чтобы все видно было. Как и Пашка сейчас нам свет включит, прям, ну вот, заглядение. Очень красиво все выглядит. Друзья, в общем, вот такая карта. На самом деле, эта карта, ну, вот то, что мы посмотрели, это мы посмотрели только еще часть. Если тут разбирать всякие детали, которые здесь есть на карте, их на самом деле, ну, я не скажу, что их прям бесконечно много, их просто много, их немало. Вот, поэтому это не все, что мы посмотрели. Если вы хотите, чтобы на этой карте сняли какие-то, может, мультики, может, какую-то историю, пишите те истории, которые бы вы хотели, чтобы мы здесь записали. Пишите свои идеи, которые вы хотели бы, чтобы мы записали на этой карте. И, как видите, Пашка здесь очень сильно постарался. Он эту карту делал около полгода, потому что здесь работы сделано, как видите, немало. И мы посмотрели, как понятно, только часть этой карты. Друзья, ну что ж, огромное вам спасибо за просмотр, спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Мы обязательно будем еще снимать на этой карте и на подобных. У Пашки еще есть для вас сюрприз, там есть еще одна карта с монорельсом, и если вы хотите ее посмотреть, то обязательно пишите, но у нас уже мало времени, надо заканчивать. Всем всего хорошего, друзья, увидимся в следующих выпусках, всем пока! Всем пока-пока.